у меня такая тревога внутри была, то есть я как бы понимал, что просто вот этот вот шаг мой туда, в Израиль, он просто изменит мою жизнь раз и навсегда. Я просто этих изменений очень боялся. Брат сказал, говорит, мы летим в Израиль жить. Я говорю, ну, блин, я не знаю, я не очень хочу. Мы всегда с братом были очень близки с самого детства. В отличие от меня, он всегда хотел куда-то уехать из России. Я сделал просто это, ну, как бы вынужденно, по сути, и плюс еще помочь брату своему. Я как бы попал в Израиль, который настоящий, по сути. То есть где вот грязь, где работа тяжелая, да, там по 12-14 часов, бомжи лежат, то есть как бы укрытые чем попало. У меня в голове всегда было домой, домой, хочу домой, домой, домой. Мы слетали к консулу, и перед нами был телевизор с израильскими картинками. Там все так красиво, там показано. Вот брат тоже такой смотрит, и говорит, смотри, прикольно. И он постоянно мне про Израиль, 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 Израиль. И я прямо вижу, мне не нравится. То есть как бы, ну, красиво, да, но не до такой степени, что я хочу прямо туда уехать жить. Сергей не хотел ехать в Израиль и с самого начала чувствовал, что это плохая идея. Но все равно поехал. Ради брата. Прошло несколько лет, и все закончилось ровно так, как он чувствовал изначально. У них оказалась очень сложная судьба. Брат остался в Израиле и из-за долгов уже не может уехать. А Сергею с трудом, но удалось вернуться обратно. Но интересно другое. Зачем вообще он поехал, если с самого начала чувствовал, что это не его? Привет, давай сначала познакомимся, расскажи, кто ты, откуда. Привет, меня зовут Сергей, я из города Екатеринбурга, из России. Мне 35 лет. Мгм. Ну, то расскажи про себя, сколько тебе было лет, чем ты занимался в России до репатриации? Я в институте, когда учился, я подрабатывал фитнес-тренером в тренажерном зале. Когда я закончил учебу в институте, я решил искать работу, ну, какую-то получше, то есть что-то типа офисное. Не знаю, почему, мне почему-то казалось, что вот тренерство это не серьезно, и поэтому надо будет искать что-то серьезное. Я тогда встречался с девушкой, и у ее сестры был муж, и он меня устроил к себе на работу. Мы строили коттеджный поселок, то есть я 1,5 года проработал там. То есть мне тогда было 20, 24, наверное, 23 года. Где-то подсознательно, ну, я знаю, что у меня дедушка еврей по отцовской линии, но с ним мы с братом вот общались, когда мы были маленькими. Вот. А так мы к еврейству вообще никакого отношения, по большому счету, не имели никогда. То есть я просто где-то слышал когда-то от кого-то из родных, из своих, что у нас там где-то живут родственники в Израиле. А до этого я даже не интересовался Израилем, я вообще понятия не имел. Расскажи, кто был твой брат, чем он занимался и как вы жили вместе, насколько дружны вы были. Мы всегда с братом были очень близки с самого детства. Несмотря на то, что мы друг с другом периодически конфликтовали, вот, я всегда был от него зависим в плане поведения какого-то. То есть я до определенного возраста, где-то до 10 класса, я как бы себя с самим собой не отождествлял. То есть я всегда говорил всем, что не я пошел куда-то там, я что-то сделал, я что-то сказал. Я всегда говорил, мы пошли с братом, мы сделали, мы там туда, мы сюда. Перед отъездом в Израиль, перед репатриацией, он работал барбером. Мы с ним учились в институте на разных факультетах. Он еще с девушкой встречался на тот момент. И в один день ему как-то стало плохо. За 5-6 лет где-то до репатриации, то есть где-то в 20 лет он заболел. У него поднялась температура почти до 40 градусов. Живя у девушки у своей, он слег просто в кровати и не мог двигаться. Потом она вызвала ему скорую помощь, наконец-то, потому что мы пытались сбить температуру, но ничего не помогало. То есть его привезли к нам домой почему-то, а не в больницу. Я его встретил, он весь был бледный, вот. Мы его в комнату положили, он там лежал, и как бы давали ему, чтобы сбить температуру. То есть мы не знали, что происходит, просто температура огромная и все. Ну и там в туалет он ходил постоянно. Ну, мы не знали, что он ходит кровью. Вот, потому что он не говорил, он просто сам с этим не сталкивался. Мы уже поняли, что что-то не то, короче, происходит, и мы его отвезли в больницу с мамой вместе. И там ему сделали первую операцию, то есть ему разрезали живот, получается, достали кишечник, прочистили его и зашили обратно. Ну, это полостная, как бы, тяжелая операция на кишечнике. И все, и как бы вернули домой, где ему неделю вроде полегче было. Потом у него опять рецидив, температура 40, он опять лежит. Вызвали скорую,
и там уже ему сделали серьезную операцию, там уже врачи выяснили, что у него болезнь Крона, язвенная болезнь, то есть она поражает кишечник, вот, и они увидели, что там огромная часть кишки поражена уже была язвами, и уже ничего нельзя было сделать. Хотя я думаю, что если бы это было в Израиле, можно было бы и много что сделать. Но в России просто у него вот эту большую часть кишечника просто удалили. И все, и вот в 20 лет он вернулся домой после операции. Я тогда вот учился в институте, я не понимал даже, что это происходит с ним. Я думал, ну, сделают операцию, и как бы все будет нормально. А что, какие были последствия? Типа ему стому сделали или... Нет, у него часть кишки осталась, ему не выводили его наружу, кишечник. Вот, то есть пораженную часть удалили и оставили здоровую, и просто шили их между собой. Естественно, когда вот он в таком положении остался, от него все друзья отвернулись, девушка его бросила сразу же, у которой он жил, вот. И он как бы остался один, ну, не совсем один со мной вместе, ну и с мамой. То есть я с ним все время проводил после операции, и он лежал, я его там держал за руку. Я утром там на работу собираюсь, вот, он начинает стонать от того, что ему больно, а я в соседней комнате лежу. И как на тебя это влияло? У меня такая сразу тревожность какая-то, я думаю, господи, что происходит? Встаю, захожу к нему, он стонет, говорит, слушай, мне так плохо, говорит, это посиди со мной, говорит, можешь со мной посидеть? Я говорю, конечно, и звоню в офис начальнику, говорю, я сегодня не приду, у меня там проблемы там и так далее, и так далее. Он стал очень вспыльчивый, плюс лекарства, вот, которые он принимал, там, кортикостероиды, они влияют на настроение и на поведение. Вот, и как бы он такой стал очень вспыльчивый, потому что, ну, все болит. То есть это постоянно 24/7 боль. То есть он не мог работать после операции. У него со временем начались осложнения. Он как бы не понимал, что там у него, где болит, но у него опять температура начала подниматься. Он опять лежит и не может встать. И врачи не знают, что там происходит. Потом один врач просто понял, что это как раз вот свищ у него в ягодице был, и его в очередной раз отвезли, прооперировали. Год там где-то вот живя в России, он менял там тампоны специальные, туда вкладывал в это место, то есть постоянно мучился со всеми этими болячками своими. Через какое-то время он как-то у него организм немножко перестроился, вот, и он в себе силы нашел начать что-то делать, то есть как-то потихонечку вставать, куда-то там двигаться, и он пошел учиться на курсы барбера, то есть по парикмахерству. И прошел курс и устроился работать барбером. И один из клиентов, который у него ходил стричься, то есть они с ним разговорились, и брат говорит, что этот парень, он еврей, и он как бы в синагогу ходит, и ездил он вот на 10 дней в Израиль, вот на Таглит ездил, и брат сразу же этим загорелся. В отличие от меня, он всегда хотел куда-то уехать из России. Ну, по большей части он как бы не очень был доволен. И как бы говорит, я бы уехал с удовольствием отсюда. И вот этот парень ему рассказал, говорит, так ты же можешь бесплатно уехать на 10 дней на Таглит поехать и посмотреть. Понравится, не понравится. А что ему не нравилось в России? Ну, во-первых, медицина, естественно. То есть вот когда он болел, лежал в больницах, нам приходилось, допустим, самим покупать ему уколы, лекарства, платить за палаты. То есть, ну, понятно, какой уровень здесь в России, ну, не супер, мягко говоря. Ну и плюс он до болезни своей с мамой слетал в Европу на выставку собак. То есть у нас были собаки в детстве, и вот он слетал на выставку собак с мамой в Европу. И после этого, кстати говоря, он когда вернулся, у него начались вот проблемы со здоровьем. Мы с ним разговаривали, он говорит, это эмоционально меня, говорит, просто подкосило, что я приехал в Европу, я себя, говорит, почувствовал там свободным, вот, а вернулся в Россию, и мне стало плохо, и прямо аж на физическом уровне. И ты типа не разделял его мнение? По поводу переезда, Ну, по поводу того, чтобы куда-то уехать из России, типа. я вообще не думал об этом. То есть, во-первых, я боялся куда-то лететь, потому что я нигде не был никогда. И, во-вторых, у меня не было никогда желания куда-то уезжать. Мне не скажу, что было комфортно в России хорошо, потому что здесь, ну, масса проблем всяких у нас было на тот момент, помимо того, что он болеет. А какие еще проблемы были, например? С работой были проблемы. То есть, я, скажем, вот проработал в офисе после института и потерял работу. Офис закрыли. Потом пытался вернуться в зал в тренажерный работать. Тоже поработал, понял, что уже хочется что-то другое. И не мог, искал себя, не мог нигде найти. То есть тоже была проблема в этом плане. Окей, он узнал про Таглит, да, вы узнали, что есть такая возможность после этого, и зарегистрировались, да, там, на этот Таглит, или как? Нам вот этот его клиент, который у него стригся, он сказал, сходите, говорит, в синагогу, узнайте про Таглит. Вам даже, говорит, никуда летать не надо. У нас прямо в городе, в Екатеринбурге, можно все это оформить и все сделать. Ну, мы посмотрели и пошли, значит, до синагоги, дошли, зашли в отдел, я не помню, как называется, этот, который занимается вот всей этой деятельностью, так сказать. Сахнут? Сахнут, да, вот Сахнут. То есть мы пришли и говорим, вот мы хотим полететь на 10 дней в Израиль, посмотреть, что это такое. И они говорят, а у вас есть корни еврейские?
Мы, ну да, вот у нас там дедушка, он как бы еврей. Ну, то есть мы знали, что он еврей, но мы с ним не общались долго, то есть там с самого детства. И мы через отца вышли на дедушку, хотя с отцом мы тоже не общались особо. И вот мы вышли на дедушку, пообщались и сказали: дедушка, вот мы хотим слетать на Таглит в Израиль там на 10 дней. Он говорит: о, это очень замечательно. Говорит: у меня там родственники. Летите, говорит, если вам что-то надо, я помогу. Ну, мы там минимальный пакет документов собрали, то есть подтвердили, что мы его внуки, нам сказали: хорошо. А ты сразу согласился поехать или тебя пришлось уговаривать? Но я знал, что это как бы поездка, она для отдыха больше. То есть я тогда также вот искал работу и думал, может быть, мне надо слетать там, разгрузиться, тем более, если как бы бесплатно, и познакомиться с новыми людьми. То есть мне это было интересно тогда, слетать, что-то новое увидеть, потому что я никогда нигде не был. Расскажи, какие были у вас первые впечатления, когда ты оказался в Израиле? Вот мы когда в Бен-Гурионе вышли с аэропорта, и сразу же жара, которая ударила, просто как будто вот дышать нечем. И я это всегда вспоминаю. То, что я такой думаю: ой, что-то сильно жарковато тут. Ну, как бы на Урале холодный климат, и я как бы привык больше к холоду. Вот. А в целом, как бы вот мы вышли, то есть сама поездка Таглит, она была интересная, потому что мы познакомились с кучей людей вот со Свердловской области, там у нас просто единственная, я так понял, синагога, она вот на ближайшие области распространяется, то есть и все едут сюда, чтобы какие-то документы собирать. Мне понравилось, опять же, только люди, вот, которые нас окружали, они создавали атмосферу. То есть вот те, кто с нами прилетел с России. Еще мне понравилась девочка, которая нас охраняла. Я первый раз увидел девчонку с автоматом и с пистолетом. Она вот ходила, группу нашу охраняла. Она француженка, еврейка из Франции. Вот, и мне с ней было интересно пообщаться. То есть мы по-английски разговаривали, как бы какую-то новую информацию там для себя узнать. То есть вот это мне понравилось. И понравилась еда. В принципе, как бы вкусно было. Вот что мне понравилось. Но единственное, что я четко помню, что мне не понравилось в Израиле, я вот как раз сегодня об этом вспоминал, в Тель-Авиве на Дизингоф улице, там есть торговый центр, я оглянулся, посмотрел, я вижу, что там бомжи лежат, то есть как бы укрытые чем попало, как в фильмах американских, там где-то в Нью-Йорке, все грязно, и как-то я смотрел, думаю, блин, нет, жить я тут как бы не хочу, что-то мне не очень нравится. Как бы приехать, да, посмотреть, интересно, разные там города и так далее, то есть... ну еще, кстати, вот тоже я вспомнил, как раз же там же, по-моему, где-то в магазине, вот около этого торгового центра, около Дизинков, мы зашли туда купить продукты, и нас там встретил мужик, он там грузчиком работал, русскоговорящий, и он нам сказал тогда, говорит: ребята, не вздумайте сюда приезжать жить. Вот это я помню. Он сказал, типа: ребята, не то место, говорит, не то место вы выбрали. Я думаю, ну, блин, я вроде не собирался как бы переезжать, мы просто в гости приехали. Не спросил, почему, типа, почему не стоит? Я вообще подумал, что он какой-то сумасшедший, я думаю, что бред какой-то несет, грязь там где-то, да, но я не обращал на это внимания, странный какой-то дядя. Еще я помню, мы когда в последний день уже выезжали с Таглита, мы пошли на рынок в Яфу, в старом городе, мы пошли на рынок и хотели маме купить и дедушке какой-то этот, то ли платок, то ли... И там продавец, он русскоговорящий был, кто вот на рынке стоял, и брат с ним решил поторговаться, он говорит, типа: давай, вот, скинь там, скинь. Он говорит: я не буду, говорит, скидывать. И брат говорит: ну, хорошо, не надо, мы тогда уйдем. Мы разворачиваемся, и он просто в брата этот платок кидает. На, говорит, подавись, короче, этим платком. Удивились, брат повернулся, поднял его, ему в лицо кинул, говорит: ты что, говорит, совсем дурачок, что ли? То есть вот это еще второй был момент, то есть, который мне не понравился. И такое как бы отношение сразу, я думаю, ну, странно. Вот. Но брата, допустим, это не смутило, он как бы, ну, что, бывает. И мы, когда собирались улетать, я тоже вот, как сейчас это помню, мы в автобус садились, чтобы уже в Бен-Гурион ехать. Вот прямо вот я на ступеньку захожу автобуса, и он говорит: я хочу здесь жить. Я поворачиваюсь, говорю: я говорю, что-то не очень хочу здесь жить. Я думаю, блин, ну ладно, посмотрим. Все, и вернулись мы домой, обратно в Россию. Зима, по-моему, была. В общем, холодно. У него зимой обычно вот обострение было. Ну, на климат у него стала вот реакция такая организма. То есть он не встать опять, не работать. Ну, он встает, там, стрижет. И он постоянно мне про Израиль, 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 Израиль. Я говорю: ну, блин, я не знаю. Я не очень хочу. То есть, как бы, он загорелся, а ты нет, типа. Потом я вернулся тоже обратно, и опять в эту серость попал российскую, как так сказать, опять я ищу работу, никуда не могу приткнуться, стараюсь найти, и как бы я уже понимаю, что, ну, может быть, это неплохая идея попробовать уехать, может, там действительно не так плохо. Хотя, как бы, я брату говорил, что нет, я как бы что-то не готов, честно говоря. То есть его зацепил климат или что его зацепило? Последние годы из-за своей болезни он ничего, кроме больниц, не видел.
То есть это вот такой маленький лучик света, который у него появился в жизни, и какая-то идея вот это вот вылезти из России, из этих больниц, из холода, из постоянных операций каких-то, он хотел туда. Ну почему, если он хотел, почему вы поехали вместе? Почему ты согласился поехать, если ты не хотел? У нас так все совпало. Мы выставили квартиру на продажу, как раз мы после Таглида приехали. Квартиру, где жили я, мама и он, и собаки. Мы просто решили разъезжаться. То есть мы уже собрали все документы, и как раз в этот момент у нас нашлись покупатели. То есть мы пытались продать ее где-то год, наверное, с лишним, и просто вот в один момент все совпало. То есть мы продали квартиру, и нам одобрили вылет в Израиль. Брат как бы определился, говорит, я хочу в Израиль, все. Я сижу, понимаю, что мне жить негде. И мама говорит, лети с братом. И я думаю, ну, надо лететь, его поддержать, потому что он еще здесь в России начал получать лекарство, Хумира называется. То есть это новое было лекарство от болезни Крона. То есть он долго очень боролся за это лекарство. То есть в Москву летал, анализы сдавал. Там. То есть в России здесь бесплатно его выдавали по полису. Хотя там один укол стоил там $1500. Кстати, вот оно ему помогло, потому что он как бы чуть-чуть себя получше стал чувствовать и как бы сформировал четко вот эту вот идею, что я хочу улететь. Он узнал, что в Израиле это лекарство, ну там не так дорого он стоит. То есть идешь в аптеку или там в больнице его выписываешь. Мы пришли к дедушке, к нашему. Брат сказал, говорит, мы летим в Израиль жить. И все, дедушка обрадовался. Говорит, давай мы там документы доделывать и так далее, и так далее. То есть он нам начал собирать остатки документов, потому что того пакета, который мы собирали для Таглита, его было недостаточно. Мы слетали к консулу в Москву, и нам отказали. Нам отказали первый раз, мы вернулись обратно. Почему отказали? У нас отец, он не дал нам военный билет свой. Вот, потому что он, когда служил в 80-х в армии, там в военном билете указана была национальность, у него там было указано еврей, и он эту свою национальность, он ее бритвой, как-то он ее срезал, короче, чтобы не было видно. И он просто не хотел, чтобы дедушка знал, что он стесняется своего еврейства, потому что отец, он как бы стесняется этого. То есть он не хочет быть евреем. Он говорит, я не хочу быть евреем, я не еврей, мне как бы это вообще все неинтересно. И чтобы дедушка, ну папа его не знал об этом, он просто в упор говорит, я не буду отдавать все. И потом в итоге вся семья со стороны, ну дедушки, отца на него насели, говорят, давай копию делай. И, в общем, он нам сделал копию. Мы еще раз слетали к консулу второй раз. Мы сидели в очереди на диване, и перед нами был телевизор с израильскими картинками. Там море, Тель-Авив, все так красиво там показано. Вот брат тоже такой смотрит, говорит, смотри, прикольно. И я прямо вижу, мне, ну, типа, не нравится. То есть, как бы, ну, красиво, да, но не до такой степени, что я хочу прямо туда уехать жить. Ну и плюс люди, которые с нами в очереди сидели, они мне напоминали людей из фильма «Список Шиндлера». То есть, такие бедные, несчастные какие-то люди, то есть как бы не мой типаж людей совершенно. Все какие-то, ой, заберите нас, пожалуйста, в Израиль, там нам здесь плохо, нас здесь притесняют. А я в жизни никогда не видел никакого антисемитизма в России, я не сталкивался никогда с этим. Вот. И мы зашли к консулу, он взял наши документы, посмотрел, спросил у нас, говорит, а вы знаете, говорит, что ваша фамилия означает? Мы говорим, ну, знаем. Он такой, и что она означает? Мы говорим, помощник раввина. Он такой, отлично, говорит, удачи вам в Израиле. И поставил нам печать. Когда выходил, я чуть не перекрестился. Я говорю, ой, спасибо. И же руку так замахиваю, потом понимаю, что я с евреями общаюсь, и, наверное, ну, типа, нет смысла креститься, короче. Вот, и я говорю, спасибо вам. И все, мы вышли, и я понимаю, что у нас уже все, уже следующая ступень, это только уезжать туда. То есть квартира мы уже продали, жить нам негде. Маме мы первый взнос за квартиру уже внесли, и понял, что мы с братом просто фактически без жилья остались. Зачем вы продавали квартиру? Ну, потому что мы уже взрослые, просто чтобы отдельно жить. А мама где будет жить? Она купила другую квартиру себе или что? Да, она купила квартиру, то есть у нас, получается, когда продавали, та половина, которая была наша, мы просто напополам ее разделили и в банк положили с продажи квартиры. Вот. А ту часть, которая была у мамы, мы ее сразу же первый взнос за квартиру отдали. То есть как бы у нее с жильем уже было все более-менее. Вы с собой взяли деньги какие-то или вы просто поехали? Да, мы взяли на тот момент где-то по 100 тысяч рублей. То есть он 100, и я 100. Но я как бы не тратил их, я сразу их отложил. И думаю, что я, ну, типа, не буду тратить. То есть как бы я их отложил. Ну, по поводу вот переезда. Опять же, вот возвращаясь к дедушке, да, то есть как мы улетали с братом. Последняя наша встреча с дедушкой была за столом. Он, его супруга, я, брат, все дедушки и бабушки наши. И у меня такая тревога внутри была, то есть я как бы понимал, что я делаю то, что мою жизнь изменит раз и навсегда. То есть просто вот этот вот шаг мой туда, в Израиль, он просто изменит мою жизнь раз и навсегда. Я просто этих изменений очень боялся. И мы сидели,
за столом, и я к дедушке поворачиваюсь, говорю, дедушка, я не хочу лететь. Он поворачивается ко мне и говорит, я, говорит, все для вас сделал, говорит, чтобы вы улетели. Я все документы собрал. Я, говорит, с отцом с вашим разругался, вытащил с его этот военник, чтобы вы уехали. Я, говорит, все сделал. И обиделся. Вот, а брат мне говорит, ну, хочешь оставайся? Говорит, я лечу, мне без разницы. Говорит, хочешь оставайся? И я просто сел, думаю, блин, ну, все, уже, походу, ну, выхода уже нет. То есть, реально, то есть, мне жить негде, работы у меня нет нормальной. Я понимаю, что, ну, а что мне делать? То есть, мне остается только улетать. И потом перед отлетом, как раз за день до этого, я лежал в кровати, и я прямо думал, что если я этого не сделаю, не полечу в Израиль, моя жизнь, она будет такой же, как сейчас, потому что я, ну, в своей жизни я буксовал очень много, то есть не мог никак вырваться там в плане работы куда-то там, то есть не знал, куда себя деть. Друзья, если вам близко то, что я делаю, и вы хотите поддержать мой канал, у вас есть несколько способов это сделать. Первое – это стать спонсором этого канала. Это не только знак того, что мой труд действительно вам важен, но и реальная помощь в том, чтобы я мог развивать канал и делать контент еще более качественным. Кроме того, у спонсоров есть ранний доступ к новым публикациям, а совсем скоро появится и эксклюзивный контент, доступный только для них. Второе – это одноразовый донат через кнопку с сердечком «Супер спасибо». Она находится под каждым видео. Такой донат видят другие зрители, и часто это вдохновляет их также поддержать канал. Третий способ – это прямая благодарность через систему PayPal. Я добавил для вас отдельную ссылку на мой PayPal в описании под каждым видео, чтобы упростить этот процесс. Любая ваша поддержка для меня очень ценна. Она помогает мне двигаться дальше, развивать канал, улучшать качество контента и создавать то, что для вас интересно. Спасибо, что вы рядом. Мы отправлялись с синагоги с нашей, вот опять же, как мы на Таглит улетали. То есть мы пришли, нас было несколько человек, то есть нас проводил дедушка, нас проводил там бабушка, мама. Мы доехали до Кольцова, до аэропорта, до нашего. И вот стою у выхода, говорю, ну блин, мне страшно. Я брату говорю, слушай, мне, говорю, страшно. Я говорю, я не хочу вылетать, я не знаю, что там будет. Я знаю, что будет нелегко. Ну, я говорю, я лететь не хочу. Он говорит, оставайся, мне без разницы, сиди как хочешь. Я, говорит, все, я уже решил, я улетаю. А еще, кстати, вот важный момент тоже, воспоминание мое. Я всегда вот всем рассказываю, друзьям своим об этом. Перед тем, как улететь в Израиль, то есть вот брат у меня болеет, лежит, вот, и фактически при смерти. То есть у него было несколько ситуаций здесь, в России, когда он оказывался при смерти. И мне сон снился, где он стоит в двери нашей квартиры, которую мы продали, поворачивается спиной ко мне, берет портфель, подходит к двери, поворачивает голову и говорит, все, я, говорит, пошел. Я стою в коридоре и говорю, куда ты пошел? Он говорит, я пошел на небо. И я просто во сне к маме поворачиваюсь и говорю, мама, держи его, куда он пошел? То есть мне во сне казалось, что его не станет. То есть я проснулся просто от слез, что я плачу. Потому что я маме во сне говорю, держи его, а мама говорит, пускай идет, типа, все в порядке. И потом, когда мы улетали в аэропорту, вот с Кольцова, вот эта ситуация, она прямо 100% повторилась. Считаю, что он полетел как будто на небо, ну, в самолет сел и в небо улетел. То есть вот ровно то же самое. Вот эта рамка металлическая, где мы стояли, он стоит, берет свой портфель, так же, как во сне, его накидывает на плечо, поворачивается ко мне и говорит, я пошел. И я стою просто, как будто во сне в своем оказался. И мама сзади говорит, пускай идет, все нормально. И все, и у меня просто слезы текут практически. И мы через эту рамку проходим, и все. И дальше уже, ну, уже все, уже не уйти никуда. И мы в самолете сидим, и я практически уже плачу, что я не хочу туда лететь, типа, мне страшно, я не знаю, что будет дальше. Если было возможно выйти, ты бы вышел с самолета? Нет, не вышел бы. Я думаю, что не вышел бы. То есть я внутри, где-то глубоко, я знал, что это решение, несмотря ни на что, оно все равно вернется как-то в хорошую сторону. Почему-то я так думаю. Но ты как бы заставлял себя ехать. Да, заставлял. Ну, то есть я понимал, что брат один не справится. То есть, опять же, по здоровью мне нужно было ему помочь, как минимум. То есть хотя бы я-то потом сидел так в самолете и думал, вот я полгода с ним проведу там, ну, чтобы он в больницу там попал, чтобы ему там лекарства все выписали, чтобы получил какую-то помощь, лечение, и дальше все. Дальше я говорю, я ему так и говорил потом, я говорю, слушай, давай вот мы все дела сделаем, и все, и я домой. Он говорит, ну, смотри, говорит, твое решение, как хочешь. Какие были первые месяцы после переезда? Что было самое тяжелое? Во-первых, жара. Опять же, вот мы когда прилетели, как только вот мы вышли в Бен-Гурионе, жара, она так ударила. А в каком месяце вы полетели? В апреле, не помню, честно говоря. Вот уже Хамсин был, по-моему. Нам, кстати, паспорт выдали прямо в аэропорту. То есть мы прошли рамку, зашли с этой визы, показали, которую нам в консульстве вклеили. И сразу же мы пошли в кабинет, где нам сделали фото, и сразу же нам выдали паспорта. То есть Тиудат Зиут, Тиудат Але и Тиудат Мавар. То есть вот 3 документа нам сразу выдали папку синюю, где были указаны адреса всех ведомств в Хайфе.
то есть куда обращаться и что делать. Вот, и мы вышли, и нас встретил таксист в темноте там около аэропорта. И, кстати, вот я сегодня вот тоже смотрел это видео твое, которое ты выложил сегодня, двух этих ребят. Один говорит, что пахло мочой на этом, ну, в аэропорту. Я тоже помню, что там реально пахнет мочой, вот прямо на выходе. Я такой думаю, ёпарство, что за грязища опять такая. И все, и мы сели, вот, и мы поехали в Хайфу ночью. Вот. И этот таксист что-то ездил как-то непонятно, то есть он сам не знал, куда ехать. И мы ему говорим, слушай, может, у тебя навигатор есть? Он такой, типа, не надо, я сам знаю, куда ехать. Нас он свез вниз, там самый порт, на улице Аномаль, где университет, и прямо все. И вот мы вышли, я помню, со своими чемоданами там посреди ночи, и все, и никого нет, просто пустота. Я, по-моему, наверное, там шаббат был, не знаю. Мы с ним стали и не знаем, что делать. Куда идти, нам ничего не сказал таксист. У меня там 3% на телефоне зарядки, у него севший телефон. Я такой думаю, ну, блин, что нам на улице ночевать, что ли? Вот, и просто что-то головой повертел, повернулся, смотрю, там на двери этого здания был номер телефона. Я с российской симки его набираю. По-английски я говорю, что мы вот репатрианты, и мы приехали. И они такие, о, это вы, что ли? Ну да. Я говорю, ждите. Все, мы стоим, ждем, и там девочка пришла, вела нас в квартиру, которую нам типа государство выделило, студия в Хайфе, в Нижнем городе. И вот мы заехали туда, в эту квартиру. Я вот помню, уснул, потом глаза открываю утром, и сразу же этот шум, там стройка шла, там арабов было куча, и где-то через 4-5 дней мы сразу же пошли вот делать все эти дела с больничной кассой. Вот, и пошли к семейному доктору, и брат сразу сказал, говорит, у меня болезнь Крона, он привез с собой эти все выписки свои из больницы. Ему быстро достаточно дали то же самое лекарство, которое он получал здесь, в России, то есть Хумиру, то есть которое нужно было ему раз там в 2 недели ставить. Ему это помогло, и типа у него лучше стало, или как? Да, какое-то время ему было получше, было нормально. Первые месяцы было страшно, то есть потому что, ну, брат, он как бы, он был на энтузиазме, вот он когда прилетел, он сразу же попал вот на солнце, и он начало немножко раскрывать. Ну, то есть он всегда был бледный из-за того, что у него анемия была в связи с его болезнью. Тут он как-то, у него цвет лица изменился. То есть вообще абсолютно другой человек. То есть Израиль изначально на него повлиял положительно. То есть он вообще был заряжен. Он был заряжен, просто говорит, я все, я готов сворачивать горы, говорит, несмотря ни на что. Он забыл вообще о том, что у него здесь было в России, про все свои болезни. Вот. А я сидел просто реалистично на это смотрел, то есть, ну хорошо, ну солнце, а где работать? То есть, что делать? Откуда брать деньги? Как снимать там квартиру где-то? И там, что, чем нам заниматься? То есть, брат сказал, я буду просто пока отдыхать. И все, и начал там траву покуривать, тусоваться. А мы попали на Ульпан, то есть мы туда приехали, первые полгода, где-то 5-6 месяцев, мы учили язык в Ульпане и Ционе. То есть вы не работали, типа просто тусовались? Да, нам давали корзину абсорбции, 5 месяцев, по-моему, там где-то 2500 шекелей, что ли. Мы с квартиры съехали и переехали в общежитие. И жили в общаге там со всеми, то есть кто учился в этом Ульпане. Я пошел работать где-то с 3-го, наверное, месяца. Вот мы когда жили в общежитии в этом, у нас сосед был с Австралии, Яков его звали, Джейкоб. Он сам с Узбекистана, по-моему, или с Таджикистана. Они переехали с семьей в Австралию в 90-е годы. И потом он переехал, репатрировался в Израиль. И я просто вечером после Ульпана приходил и смотрю, он куда-то уходит. То есть мы все сидим там на балконе, разговариваем, а он куда-то уходит. И только там где-то ближе к утру, там, и поздно вечером он возвращается. И я просто к нему подошел, говорю, а ты где, куда пропадаешь? Я говорю, я тебя не вижу здесь. Он говорит, а я работу нашел. Я говорю, а какая работа? Он говорит, а вон там турфирма есть. Я говорю, а что делать надо? Он говорит, ну вот звонишь там в Америку и предлагаешь приехать на таглит американцам. Я говорю, о, слушай, я хочу. Это была, ну, как бы англоговорящая организация, частный там бизнес, там, мужика. И я пришел туда, и там 2 девочки американки были, я собеседование прошел, и они меня взяли, я вообще удивился, думаю, нифига себе. А, то есть с английским у тебя все нормально было? Да, мы в школе с братом специализированно учились, с английским уклоном, серьезный такой, то есть мы хорошо знали английский, это вот наше преимущество было, то есть мы свободно сейчас говорим, также и он свободно говорит. И пишет, и общается, и так далее, и так далее. То есть я пришел, просто пообщался, и меня взяли на эту работу. То есть это была сезонная работа, там, на несколько месяцев. Вот. И я работал там и сидел в офисе, и пытался там приглашать людей в Израиль. Получалось приглашать? Ну, я бы не сказал, что получалось. На самом деле я понял, что там просто почасовка, и я просто эту почасовку отсиживал, чтобы получить просто деньги в конце. То есть я как бы делал то, что нужно, но по большей части я как бы за часы сидел там. То есть я знал, что типа вот по часам идет, вот, а брат нет, он как бы просто тусовался, и все, он гулял, плавал в море, там, курил траву и кайфовал. Ну, просто вот приходил в себя после России. Вот. А я уже как бы понимал, что ну, это ну, не шутки. То есть, как бы, и сейчас эта вот лафа закончится корзина, закончатся деньги, закончится еда, и все, и мы приехали.
Вот. Хотя нас на программе, вот на этой, на Ульпане, нас кормили, как бы было вообще хорошо. Еда была вкусная, реально, то есть там шницели, рис, яйца, то есть я в России даже так не ел, как там вот на Ульпане на этом. Вот прошел вот этот период конфетно-букетный, да, с корзиной и со всем остальным. Что вы дальше начали делать? Ну, потом нам сказали, что надо выселяться из общежития. Ну, срок подошел, все, то есть как бы Ульпан, этот Алиф закончился. Вот, я, кстати, на него не ходил потом уже, я, то есть, в основном старался больше работать. То есть приходил так, уходил и как бы особо ничего не делал. Вот, а брат на Ульпане там познакомился с англичанкой, то есть они как бы приняли решение жить вместе, нашли уже где-то жилье, а я ходил просто, не понимал, что делать. Типа, блин, вроде я не хочу оставаться, вроде домой надо как-то. Я просто сказал, что я на полгода как бы приеду. И потом я говорю, так, можно, говорю, с вами? Потому что, говорю, я ничего не искал, жилья никакого. Вот. И там была двухкомнатная квартира. И все, я там одну комнату, в общем, я выбил у них, у брата и у его девушки, чтобы жить с ними. Вот. А я забыл, кстати, сказать, что вот пока вот эти полгода были, то, что мы жили в начале в самом, я раз там в какой-то промежуток времени все бросал, думаю, все, я не хочу здесь оставаться, мне типа некомфортно, не знаю, не нравится мне. Я собирал вещи и улетал в Россию. И в один из этих улетов в Россию перед отлетом с отцом я разговаривал, и отец говорит, дедушка, говорит, раком заболел, благодаря которому мы попали в Израиль. Мы буквально улетели, через 3 месяца у него нашли рак уже с метастазами. Я прилетел туда где-то через 3 месяца в Россию обратно, зашел к нему, к дедушке, и вижу, что он уже на диване лежит, и уже, все плохо у него. Вот. Я вообще тогда испугался просто невероятно. Только что вот мы вылетали, и он был здоров, и все было нормально. А тут он просто вот за 3 месяца сгорел. А рак чего? У него был рак почки, и он сразу же с метастазами в позвоночник ушел. И просто мне так страшно стало, я думаю, блин, надо как-то себя взять в руки, к дедушке съездить, чтобы с дедушкой провести время. Отцу сначала звонил отец, как бы мне говорит, ты что сочиняешь, говорит, едь и все. Я говорю, да мне, говорю, страшно что-то. Говорю, он только что был нормально, все, а сейчас лежит, умирает. Вот, я, конечно, испугался, но с сестрой съездил, как бы попрощался с ним. И он мне сказал, говорит, типа, как у тебя, ну, там уже слабым голосом, он мне говорит, как у тебя в Израиле? Я говорю, да, не знаю, нормально вроде, все, типа, более-менее живем пока. Хотя я сам понимал, что я как бы не хочу оставаться. Чувствуешь внутри, что что-то не твое место, короче, что я туда полетел не потому, что я сам хотел туда лететь, а потому что я сделал просто это, ну, как бы вынужденно, по сути, и плюс еще помочь брату своему, чтобы он там адаптировался и посмотреть, чтобы он справился там со своими проблемами, со здоровьем и так далее. Так и ты вернулся потом или что? Как бы? Вернулся обратно в Израиль. Зачем ты возвращался, если уже ты видел, что у брата все хорошо, как бы, и тебе не нравится? Я возвращаюсь сюда, у меня уже здесь ни друзей особо не осталось, ну, там, одноклассники, с которыми еще там как-то поддерживал взаимоотношения. И все, и то есть, как бы, жилья нету, работы здесь нету, и там непонятно, что делать в Израиле, и тут в России мне непонятно, что делать. То есть, я как бы между двух метался из Израиля и России, то есть, я за полгода или за год, я там, не знаю, раз 8, наверное, слетал туда-обратно. То есть пытаясь понять, типа, где, что, куда там. Тогда еще можно было, тогда еще не так дорого это было, то есть можно было летать туда-обратно. Все эти перелеты, они, конечно, они тоже на психику давили. То есть ты вернулся обратно, вы съехались. Что вы дальше делали? Дальше закончилась моя работа в вот этой туристической фирме, и мне нужно было искать следующую какую-то работу. И я узнал про то, что есть работа, типа как учет товара, там, как грузчик. В 6 вечера вы выезжаете, и в 6 утра вы возвращаетесь. То есть это ночная работа была по переучету товара. Пришел, и мне сказали, все, выходи, нормально. Там какая-то минимальная была оплата, то есть вообще это минимум совершенно. Меня что вот удивляло, вот в ночной работе, вот то, что вот мы делали переучет товара, вот этого. То есть я как бы работал немного там, а люди там работают годами. Годами они работают по ночам, вот этим занимаются. Вот, и еще там со мной там женщина одна работала тоже вот на ночной этой работе. То есть мы вот всю смену опишачили, да, 12 часов с 6 вечера до 6 утра. Отработали, садимся уезжать в сторону Хайфу на машину, и она говорит, давайте быстрее, мне, говорит, утром на работу. Так уже утро, уже утро. То есть она 12 часов отпахала ночью вот на этом переучете товаров на складе, и потом она уезжает и сразу же на вторую работу. Я думаю, нифига себе, как вы там живете-то? То есть если работаешь, попадаешь куда-то в систему, то есть тебя пока не выдают все, и тебя не отпустят, короче. Вот ты если попал на завод какой-то, у тебя все, ты будешь там неделю, у тебя день, неделя, ночь, то есть это просто ты умираешь, короче, на заводе. И на этом как бы закончились все приятные моменты Израиля. То есть я, естественно, пошел работать на плохие работы. Ночью грузчик, потом, ну, там, переучет этот, возвращаешься, спишь,
и опять уезжаешь. И, в общем, в таком вот формате. То есть, и через какое-то время я понял, что ну, я не могу не спать ночью. То есть это нереально. Плюс еще физически там в этих промышленных холодильниках заниматься переучетом товара какого-то, мяса там таскать и так далее. Вот. И потом просто начал перебирать все возможные варианты. То есть где, куда. Опять же, все это вперемешку с возвращением домой сюда и возвращением туда, в Израиль. То есть прилетал, возвращался, прилетал, возвращался. Брат уже говорит, ты уже как на такси летаешь туда-сюда. То есть я сюда прилетаю, опять думаю, все, сейчас здесь будет все нормально. Потом понимаю, что здесь ненормально, и улетаю обратно туда. И вот этими вот своими переездами туда-сюда, то есть, и получается, я как бы возвращаюсь в Израиль, ну вот на Таглите, когда были, у нас были друзья и знакомые, то есть было весело и интересно, вот, а потом, когда мы все разъехались, все по разные города, кто вернулся обратно там, где он жил там у себя, и просто перестали общаться, и вот мы остались там втроем, я, брат и его девушка, то есть, по сути, как бы уже не весело было. То есть это уже не летний был отдых. И я как бы это понимал прекрасно, что так, скорее всего, и будет, что это веселье, оно ненадолго. То есть я-то понимал, что ну, мы пока отдыхаем, а потом-то как бы нам не до отдыха будет. И все, я начал искать работу, менять. То есть я помню, я мыл посуду в баре в Нижнем городе был. То есть я как бы из нормального такого состояния Израиля, да, такого типа, ну, условно, спокойного и как бы красивого, я как бы попал в Израиль, который как бы настоящий, по сути. То есть где вот грязь, где работа тяжелая, да, там по 12-14 часов, то есть не так, как в России. То есть, опять же, у меня в голове всегда было домой, домой, хочу домой, домой, домой. Что я здесь чужой человек, я случайный человек в Израиле. Вот. И я помню, я мыл там эту посуду, вот, и там мужики, вот эти, которые работали со мной, там, израильтяне, евреи, там, вот, и я мыл посуду вручную, хотя там автомат рядом стоял этот, который моет, типа, туда складываешь, закрываешь, открываешь, и, типа, она как-то моет, как посудомоечная машина, такая промышленная. Вот, а я, блин, руками эти посуду мыл, и мне этот парни эти такие говорят, так ты зачем, говорит, моешь эту посуду руками? Я говорю, да, даже после машины, когда достаешь, после этого, говорю, на ней остается грязь. Они такие говорят, да какая разница, типа, пускай будет грязно, и что дальше? Я говорю, так люди же, типа, с этого едят. Они такие говорят, и что дальше? Брось, говорит, просто, говорит, закинул в эту машину, оставил ее, открыл, и все, и, говорит, и на стол. То есть там все эти тарелки, которые я мыл, я вручную стоял, там их перемывал, они, блин, все грязные были. А для них это, типа, нормально. Я говорю, так не пойдет. Они говорят, ну, пожалуйста, говорит, мой там сутками, стой, говорит, по тарелочке этой перемывай. И, как бы, тараканы там ползают везде в этой кухне. Там такой слой масла этого на полу там заходишь и просто скользишь по этому маслу, этой в обуви, там, чтобы с одного конца кухни до другого просто катаешься там, потому что такой слой жира, ничем его не смыть. То есть ты в конце смены ты берешь шланг, там, кинут у них был, и просто и пытаешься все как-то это промыть. И как бы я понял, что вот именно вот в том месте, где мы жили, там, по сути, на Адаре, там вот в Нижнем городе, где ближе к порту, там, блин, плюс-минус вот такая вот ситуация в этих барах, короче, происходит, что там, в принципе, заходишь, и там грязно, и там антисанитария, и, ну, где-то они там почище где-то держат, вот, скажем, там была кухня вьетнамская, что ли, или китайская, там вот более-менее чисто было. Вот азиаты, они, кстати, более-менее как-то, ну, вот из всех, что я там видел, они как-то чище у них все было. И меня тогда тоже это удивляло, я вот, блин, опять же, с этой посудой, я говорю, ну, как можно давать с этими кусками? Я говорю, да ничего, говорит, страшного, все нормально, говорит, пускай едят. Я думаю, блин, ну, это как-то вообще тоже важный момент. Вот у брата, опять же, вот мы втроем жили в этой квартире, у нас был очень хороший друг, его звали Эдик, вот он с общества «Живой Израиль», и мы с этим Эдиком очень хорошо общались, он нам помогал, всегда с братом, мне помогал, ему помогал, и с работой, и просто словом помогал. То есть всегда как бы, ну, мы как-то познакомились, он у брата стригся, это сообщество «Живой Израиль», они как бы на фоне христианства, да, они помогают наркоманам реабилитироваться, то есть в основном из СНГ. Вот. А поскольку у меня не было мест для жилья, мне еще Эдик предлагал, он говорит, типа, приезжай к нам жить в дом, вот с этими ребятами, которые стали на путь исправления, пришли к Богу. Меня вся эта тема как бы пугала, я думаю, блин, нифига, я уже через 2 дня на улице буду жить. А тут мне, короче, предлагают жить с такими людьми. Ну, как бы ничего против них, они на самом деле хорошие там ребята были. Я там многих знал, но я как бы не хотел жить с ними. Ну и на улице я жить не хотел, опять же. И в конце что было? Я отказался, то есть я к чему это вспоминаю про Эдика. То есть это важный человек вот в нашей жизни с братом, ну, повлиял на нас очень сильно. Эдик нам однажды предложил съездить с ним поволонтерить. То есть мы собрали машину с продуктами, с едой, там, с одеждой, и мы поехали на эту Тахану Мерказит, и мы ходили по Тахане, вот это, по этому району, и Эдик, он подходил к ним ко всем и говорил, ребята, мы приехали, кухню организовали, пойдемте там, типа, поедите, мы вам одежду дадим. То есть я, допустим, в жизни никогда не видел зависимых людей. То есть особенно в таком состоянии.
что просто они вот лежат там на улице в Тель-Авиве. Хотя, казалось бы, то есть, может быть, какое-то представление об Израиле, что там все как бы нормально, и все улыбаются и счастливые ходят. А тут просто люди прямо вот фактически в центре города лежат и гниют, и миштара ходит между ними, и ничего с ними не делает. И ни скорой нету. Ну, как бы по факту никто им не помогает, и с ними никто не борется. То есть они просто вот в этом районе живут, и там как бы сами в себе варятся. Тебя это как бы впечатлило или что? Да, меня это впечатлило, то есть я как бы никогда не думал бы, что я в жизни буду с такими людьми близко еще общаться. То есть даже на доме, вот в живом Израиле, я просто туда приходил часто к этим ребятам зависимым. Потом я еще в охране работал с ними, опять же, через Эдика, и рядом с Тель-Авивом мы жили, охраняли банк. Вот, я жил с этими ребятами в доме, с зависимыми. То есть, и мы как бы выезжали, охраняли там банки, парковку мы охраняли там, как раз когда не было работы, и за наличку просто вот Эдик мне помогал и давал деньги. Вот, я с ними как бы жил какое-то время, с этими ребятами. Так ты говоришь, что ты не хотел жить, но в конце жил. Ну да, ну, то есть как бы у меня выхода не было. Когда был Эдик? После чего это было? Брат, он искал работу спустя какое-то время. Он там потихонечку начал стричь людей, ну, там, знакомых. Вот, и потом ему девушка посоветовала, и он как бы сам принял решение открывать барбершоп свой в Нижнем городе. Он взял кредит, ну, на бизнес на свой. Он снимал кресло сначала, и потом он решил, что он будет делать свой бизнес. У него были проблемы со здоровьем, ну, как бы тяжело ему было. И он принял решение делать свой бизнес. Снять помещение, сделать барбершоп, и он просто взял кредит тогда, и мы с ним вместе закупили оборудование для его барбершопа. Мы с ним вместе делали ремонт в этом барбершопе. Мы сами там стены делали электрику, таскали все. И он один в этом барбершопе работал. Сам стриг, и там он познакомился с Эдиком. То есть Эдик к нему пришел подстричься. Через кого-то он просто узнал о том, что вот есть такой парень. И ты тоже с ним познакомился? Эдика я еще видел в тренажерном зале. Как бы мы с ним начали общаться, и он просто начал туда немножко это притягивать, в этот живой Израиль, то есть как бы, чтобы мы как бы к Христу приобщились. Рассказывал нам про это и так далее, и так далее. Скажи, сколько у тебя вообще работ было? Какой у тебя опыт? Ты был в баре, потом учет. Где ты еще работал? Я работал на вот этом учете, я работал в этой турфирме, я работал, мыл посуду в этом баре, я работал в охране, я работал на заводе, это собирал бойлеры солнечные. Просто в какой-то момент я уже устал, пришел к Охадам, познакомился с девчонкой. Я ей говорю, слушай, говорю, можешь мне найти нормальную работу? Чтобы у меня был просто график какой-то, не ночной, там, чтобы я, скажем, к 9 приезжал и, допустим, в 6 я заканчивал. То есть просто нормальная, обычная, спокойно. Не надо, там, говорю, мне по 12 часов. Ну, я просто понимал, что так ты долго не протянешь. Тем более, что платили за это немного. И там еле-еле на еду хватало. И она тебя нашла? В центре Тель-Авива она мне нашла работу в продажах. Ну, типа, как холодные звонки. То есть звонишь и, по сути, как бы звонишь людям и продаешь просто на английском языке. Из Хайфа в Тель-Авив ты ездил? Да, я из Хайфа ездил в Тель-Авив. То есть я где-то в 5 утра я просыпался, готовился там, где-то в 6, там, полседьмого я выходил, пешком там спускался с Адара до Ракевита на первый же поезд, на первый Ракевит я садился и выезжал, потом доезжал до Тель-Авива, там шел на автобус, потом автобус доезжал до офиса. То есть я где-то до 9 я вот как-то успевал оттуда доезжать, вот до этого офиса. И тоже я как бы поездил там какое-то время, я понимаю, что, блин, что-то тяжело вставать. И возвращался я домой, и я просто спортом всю жизнь занимаюсь. И я искал зал, чтобы можно было после работы потренироваться. И я нашел в Тель-Авиве зал там через несколько домов. То есть я после работы еще шел, тренировался там в Тель-Авиве в зале и возвращался, на последний автобус садился, и на последний ракевит садился и уезжал обратно в Хайфу. И то есть я где-то часов в 11 я возвращался домой, спал и ел и уезжал обратно. И ты вот так вот просто целый день, по сути, проводишь вот в этих всех разъездах. Почему нельзя было в Хайфе найти то же самое? Она мне говорит, у меня нет, говорит, для тебя вариантов. Вот если хочешь, говорит, только такой вариант у меня для тебя есть. Я просто не знал, что это так долго надо будет ездить. То есть я еще там не прикидывал эти расстояния. То есть как там и как добираться. И плюс еще шаббат там, плюс еще праздник какой-то, и где просто ничего не работает. Ни поезд там, ни автобус не работает, и ты просто не знаешь, как ехать, потому что ты ничего не понимаешь, что происходит. Можешь какой-то описать день, когда тебе было максимально тяжело? С этого момента, вот как я работал в этой конторе, у меня случился первый приступ депрессивного эпизода. Я вот работал в этом офисе, и мне брат днем звонит и говорит, нам надо с тобой разъезжаться. То есть моя девушка Талия, мы с ней, говорит, ищем квартиру, вот, и ты, говорит, это типа, ну, один, дальше двигайся и решай, типа, что будешь делать, где будешь жить. Вот, и я просто стоял, я помню, как сейчас вот я стою у окна, там, по телефону с ним разговариваю в этом офисе, смотрю вниз, и у меня просто такой удар в грудь,
и паническая атака у меня первая случилась. Вот, и я просто стоял, и мне так страшно стало, думаю, блин, а что я буду делать дальше-то? Куда я буду двигаться? У меня просто сил не было на то, чтобы искать где-то квартиру, и денег не было, потому что в этой конторе, ну, там небольшие деньги. То есть меня просто это огорошила эта ситуация, то есть я, по сути, как бы оставался один и фактически без жилья. Я просто физически не успевал бы его найти, потому что я целыми днями езжу из Тель-Авива в Хайфу, из Тель-Авива в Хайфу. Вот, и вот это первый, вот самый плохой день. Я потом вернулся домой и просто сел такой, думаю, блин, что теперь делать? Я уволился с этой работы в Тель-Авиве, вернулся домой в один день, там уже все вещи были собраны, я остался один там на диване. Просто я вот лежал там 3 суток или там 2 суток. У меня ни еды не было, ни денег, потому что мне с этой конторы не платили. Ну, платили, но там какие-то копейки, короче, они мне скидывали на проезд, чтобы я только доезжал туда и обратно возвращался. Вот, и я просто слег и не знал, что делать. То есть он переехал с девушкой, а ты остался в этой же квартире. Да, да, и мне лендлорд, там, эта женщина, она сказала, говорит, я тебе дам, говорит, время, неделю, чтобы ты нашел квартиру, и съехал как бы комфортно. И все, я пошел, я там нашел все силы, встал с кровати, просто в этом состоянии жесткой паники, просто не понимал, что делать. Улететь я не могу, потому что денег нету. Как бы оставаться здесь я не могу в квартире, потому что, ну, меня выселяют уже практически там через неделю. И на еду у меня денег уже практически не осталось, и работы нет. Я просто последние силы собрал, перешел через дорогу, зашел в это общежитие, в котором мы жили, когда в Ульпане учились. Нашел этого мужика, который следил за этим, и сказал ему, говорю, мне надо заехать к тебе, потому что мне жить негде. Он говорит, у меня есть комната для тебя, типа из бункера переоборудованная. Маленькая комната, там где-то, не знаю, 10 на 10 метров, даже меньше, наверное. Я говорю, да нормально, говорю, мне пойдет. Ну все, я в эту комнату зашел, там лежал, не мог встать, просто не знал, что делать, типа куда подаваться, потому что как бы брат, ну слава богу, у него как бы все более-менее, вот, а мне куда деваться, у меня денег нет, чтобы улететь, работы у меня нет, депрессия, что я не хочу здесь оставаться и домой не могу вернуться, опять же, потому что не знаю, чем заниматься. Все, и потом я в итоге прилетел на месяц домой, сюда, в Россию. То есть вот те деньги с продажи квартиры, которые у нас остались, вот, я маме позвонил и говорю, сними мне 100 тысяч с этих вложенных денег, я прилечу домой и сниму квартиру и останусь жить здесь, в России, буду искать себе работу. Вот, она мне сняла деньги, я снял квартиру здесь, в России, и здесь, в России, меня накрыло еще сильнее депрессия. То есть ты как бы в тот момент просто улетел с Израиля как бы насовсем до этого момента, или ты потом снова полетел в Израиль? Я считал, что я улетел насовсем. Но я прилетел, опять же, слег здесь один, вот в квартире я снял однокомнатную там студию, я просто лежал, и опять не знал, что делать. Я ни работу найти не могу здесь, плюс я к брату, опять же, привязан. Вот это вот метание в течение года туда-обратно, оно как-то в психике в моей какую-то такую яму оставило, что я с одной стороны Израиль, с другой Россия, и яма посередине, я вот прыгаю между этими ямами. И, то есть я лежу и понимаю, что я не могу ничего сделать. То есть я не понимаю, где я хочу остаться. В России уже друзей как бы особо нету, работы нет, и там нет ни друзей, ни работы. И просто в один день я утром проснулся в этой квартире, и меня просто накрыла паническая атака жесткая. Давай всем звонить. Я срочно засобирался, позвонил брату, позвонил Эдику. Я говорю, мне плохо, говорю, мне кажется, я умираю. То есть я думал, что я умираю. И все, и брат говорит, ну, хочешь, возвращайся обратно. Эдик мне сказал, приезжай, говорит, я тебя жду, если что. Я тебе дам, говорит, жилье, и будешь жить с нами. И ты так и сделал? Я вернулся, и брат меня встретил, ну, на станции Ракевита. И я думал переехать к Эдику, но брат мне предложил переехать к ним на балкон, на лоджию, к ним в квартиру. Он говорит, типа, переезжай ко мне на балкон, 2 недели, там, 3 поживешь. Вот я к брату переехал, когда на диван. Я работал еще в Хайфе. Вот я там еще барменом по выходным подрабатывал. И вот я возвращался оттуда, с этого бара. Я ночью приходил, а брат спит. И он не слышит, что я звоню, и просто дверь мне не открывала, и мне приходилось спать в подъезде, короче, потому что он мне не открывал какое-то время. У меня не было ключей от него. Просто я приходил, я стучу ему в дверь, стучу, ну, утром, там, часов в 5, наверное, после смены, я ему стучу, он мне дверь не открывает. И, блин, я просто ложусь, засыпаю там в подъезде. Вот. И Эдик, он мне предложил работать в охране за это время. Вот как раз с этими зависимыми парнями. Эдик мне говорит, поехали в Тель-Авив, там, Шевита, это забастовка будет, и надо будет охранять там несколько дней. И я говорю, ну, поехали, мне все равно, типа, у брата я надолго не могу оставаться. Ты там был несколько дней или несколько месяцев, и как это было? Ну, сколько там, несколько месяцев я работал в охране вот у Эдика. Но мне повезло, просто мы уезжали вот охранять в Батьян, мы, в общем, в Батьяме жили. Кстати, вот я помню, в одном банке я сидел в наушниках, там такая стойка была, это вот в Тель-Авиве, там где-то в центре. И я сидел в наушниках, я помню, и
Там такой какой-то крик какой-то был, я помню, все падает, я голову поднимаю, смотрю, а там мужик с разрезанной ногой лежит на полу, и все в крови. То есть, короче, пока я сидел в наушниках, какой-то араб залетел в банк и порезал мужика ножом. А тебя не схватили потом? Что, где охрана? А там были местные их охранники, я так понял, или там, ну, кто вот охранял его. И мы просто как бы как на подхвате были. Вот. А я просто даже не обратил на это внимания. Не подхватил, как бы, работу не сделал. Да, там просто все зашумело, я выглядываю, смотрю, там просто на полу кровь, там еще собаки какие-то бегают. Вот я помню, что я тогда тоже как-то так перепугался, думаю, нифига себе. И по поводу менталитета там израильтян я тоже вот вспоминаю. Работал там со мной парень, не помню, как его звали, у него внешность была как у Марио этого, из игры на Денди. И он постоянно меня подкалывал. То есть он как-то меня раз так подколет, что-то приколится надо мной как-то, приколется. Вот, а потом я как-то домой вернулся, сижу, и потом я понял, что он меня пытается перед всеми типа высмеять. И я такой думаю, блин, ну, чувак, держись, короче, я приеду, с тобой буду разговаривать. Все, я вернулся в офис и думаю, вот сейчас он мне что-то скажет, короче, я его, ну, к лифту выведу и буду с ним, в общем, разговаривать. Вот, и сидим, и он, ну, давай меня, короче, подкалывать. Я говорю, пошли, говорю, выйдем, говорю, к лифту, ну, пообщаемся по-английски. Все, мы с ним выходим, и он мне такой, что-то, дай, говорит, сигарету. Ну, и меня уже сорвало. Я просто около лифта на него наорал там. И вот он просто испугался, не ожидал этого. Он такой, типа, руку ко мне тянет. Я говорю, слушай, говорю, убери, говорю, руки свои от меня. И как-то просто вот он при всех меня высмеивал как-то, короче, я не знаю. И я помню, что мне вот это тоже вот в этом офисе не понравилось. Там, кстати, в Израиле, вот даже по брату, по моему, по его воспоминаниям, кто мне рассказывал, потому что он больше работ сменил потом, чем я. Там вообще, насколько я понимаю, там на работах, на всяких разных, там друг на друга стучат. И начальству, я как бы предполагал, что такое есть, потому что где-то это вокруг меня было. Но даже посмотрев твой канал, я как бы увидел, что действительно такое есть, что там люди на работах, они друг друга закладывают, друг друга стучат, подставляют друг друга. Как бы не то, что там в России такого нету. В России тоже такое есть, да и везде такое есть. Нас как-то предупреждали в начале, там, что, ребята, вы вот пока репатрианты, и вы пока новенькие, вы как бы готовьтесь к тому, что вот то, что вы не знаете, то, что здесь происходит, это еще не говорит о том, что к вам будут нормально относиться. Я как бы это запомнил. Давай вернемся к моменту, когда вот вы пошли разными путями с братом. То есть он снял квартиру с девушкой отдельно, а ты, получается, остался один. Ты обиделся на него или ты воспринял нормально? Ну, я не скажу, что я обиделся, я как бы понимал, что Как получается, ты ради него поехал в Израиль, а он так тебя и как бы кинул, получается. да, по сути, да. И он потом передо мной через какое-то время, когда остался сам в такой же ситуации, он потом извинялся передо мной. Так же, как я за какие-то свои, ну, поступки, я потом тоже извинялся перед ним. Вот, он потом извинился, он говорит, если бы я тогда знал, что с нами потом в дальнейшем будет происходить, он говорит, я бы никогда девушку свою, вот Талию, я бы не, ну, с которой там встречался, говорит, я бы никогда не послушал ее, и никогда бы тебя не бросил бы. Сколько времени прошло, да, и когда ты решил возвращаться в Россию уже совсем? В тренажерном зале ко мне знакомый подошел и предложил мне пожить у него пару недель. Говорит, приезжай ко мне на раскладушке, говорит, поспишь у меня, и дальше, говорит, будешь решать, что делать. То есть я от брата съехал и переехал к знакомому, к своему на раскладушку спать. Он работал на заводе, у него была неделя ночь, неделя день. По 12 там, часов или по 14 он работал. И чтобы ему просто было более комфортно отдыхать, я просто уходил, скажем, вот он ночь отрабатывает, он, да, и возвращается, чтобы отоспаться. Я уходил просто из дома, чтобы он просто отдохнул. И гулял там где-то, уходил. Или, скажем, он день работает, ночью возвращается спать. А я просто уходил и спал на пляже, чтобы он просто отдохнул. Потом я сходил в Куах-Адам, в очередной раз попросил найти мне нормальную работу. Она нашла мне работу в офисе на Арии, на севере там еще. Последние 3 месяца или 4 жизни в Израиле я спал на раскладушке у знакомого, который мне помогал. И ездил туда, в этот офис, работать к этому, к израильтянину, там одному, который обманывал и не платил мне деньги. Где-то 3 месяца, наверное, поработал перед отлетом. И, в общем, суть в том, что мое состояние, оно просто на фоне стресса и отсутствия еды, и непонимания того, оставаться или не оставаться в Израиле, уезжать, не уезжать, и оно ухудшалось. И потом товарищ, который мне помог с жильем, он улетел в Москву к себе домой, потому что он с Москвы был, на несколько там недель к жене. Вот. Я остался у него в квартире, и в этот же период меня вот этот израильтянин, у которого я работал на Арии, он меня уволил, не заплатил деньги. Вот. Я вернулся в эту квартиру, опять слег на диван, и это уже была последняя, то есть моя капля
после которой меня брат пришел ко мне домой, где я жил, открыл просто квартиру и говорит, у тебя, говорит, уже здесь мертвечиной пахнет. Ну, потому что я лежал там у этого знакомого в квартире без еды, у меня только там шишья воды была, 6 там бутылок воды и какие-то консервы там лежали. Ну, во-первых, он мне денег не заплатил, мужик, который меня уволил, а во-вторых, у меня в принципе их не было денег. Вот, и все, что в холодильнике осталось, это вот от товарища, который улетел в Москву. То есть там какие-то консервы и вода была. Неделю там, наверное, я просто не выходил из квартиры, когда меня вот этот тип уволил. И вот брат пришел ко мне домой, все, говорит, собирайся, улетай, и говорит, тебе здесь не место. Фактически как бы насильно он меня собрал вещи мои, и говорит, все, давай, говорит, улетай. И он меня выпроводил оттуда, с Израиля, потому что я уже как бы не мог ни работать, ни... Ну, в общем, это все, это уже была последняя капля. Когда вот этот последний чувак меня уволил, я уже просто не знал, что делать. Если бы брат меня оттуда насильно не выгнал, я не знаю. А брат как раз, вот, когда барбершоп ему собрали, он стриг. То есть у него как бы было, в принципе, чем заняться, плюс у него девушка была и место, где жить было. В принципе, у него более-менее все было нормально. А у меня не было, потому что я, опять же, метался между Израилем и Россией. Вот. И он меня выпроводил, я прилетел обратно сюда. И здесь мне еще хуже опять в очередной раз стало. Я прилетел и просто слег у матери. То есть вот квартиру, которую она купила после продажи, я просто к ней заехал и просто упал на диван после Израиля. Лежал там, не знаю, не мог встать месяц, наверное. Пока не попросил ее, говорю, отведи меня к психиатру, чтобы мне, помогли, потому что мне плохо, говорю, у меня там депрессия. Кое-как ее уговорил, то она меня свозила к психиатру и выписал мне первые антидепрессанты, которые я когда-либо в жизни принимал. Вот. И постепенно я начал их принимать. Мне сначала еще хуже стало с приемом антидепрессантов. Вот. А потом, через где-то неделю, наверное, у меня какие-то силы начали появляться уже. И я просто собрал свои вещи и от матери, потому что, что мне уже, возраст был, я уже не мог там с ней жить. Вот. Я просто вещи свои собрал и переехал жить в тренажерный зал, где у меня друг работал. Круглосуточный тренажерный зал. И все. И я 2 года прожил в тренажерном зале. Без квартиры. То есть фактически просто жил там, спал там, тренировал там. Иногда к матери приезжал постирать вещи. И когда тебе стало легче? Мне стало легче где-то через полгода, наверное, когда я прилетел, когда антидепрессанты уже как бы начали более-менее работать. Я когда улетел и как раз в зале жил, мне в один день брат позвонил, или даже не брат мне позвонил, или, по-моему, девушка его позвонила. У него случилось обострение его болезни в Израиле, пока он стриг. То есть он стриг человека, и у него открылось внутреннее кровотечение у брата на месте, вот где ему в России сшили кишечник. Вот, он потерял сознание и упал. И его клиент, которого он стриг, он его в чувство привел, вызвал ему агент Давид, приехала скорая помощь, его забрали в Миюн. И после этого брат вынужден был закрыть свой бизнес, а у него был кредит взят. Вот ему сделали там какую-то операцию, что там, я не помню. По сути, его тяжелая жизнь в Израиле началась вот с этого момента, когда он потерял сознание на стрижке, у него открылось внутреннее кровотечение. После этого он раз в месяц где-то попадал в больницу с внутренними кровотечениями. То есть из-за стресса, из-за того, что он один тянул фактически этот барбершоп, сам там работал. Вот, и я просто оттуда, из России, как бы, живя в этом зале, я за этим наблюдал. То есть я как бы, помню, звонит и говорит, что вот такая вот ситуация, вот там пришлось закрыть. Говорит, я не могу работать, у меня опять обострение, мои болячки. Вот. И потом они решили с девушкой со своей поплыть в Грецию на круизе. И опять же, я в России как бы живу в зале, принимаю таблетки на последние деньги, антидепрессанты, пытаюсь как-то в себя прийти после Израиля. И потом в один день мне опять же звонит мама девушки брата, она мне звонит и говорит, вот у тебя брат при смерти в Греции. И я просто в шоке стою посреди зала и думаю, нифига себе, что произошло. И потом мне брат перезванивает с Греции и говорит уже умирающим голосом, он говорит, брат, я умираю, кажется. Я говорю, что случилось? И он, в общем, на корабле в Греции, он там какой-то вирус подхватил, что-то съел. У него опять открылось внутреннее кровотечение на месте анастомоза. И я тогда вообще посреди зала там стоял, чуть ли не плакал. То есть у меня денег нет, чтобы прилететь к нему. Я там сижу на таблетках, пытаюсь себя прийти. И тут еще такая новость, что вот брат там почти при смерти. Вот. И вот этот Эдик, который с живого Израиля, который нам помогал, брат мой позвонил Эдику, и Эдик его молитвой какой-то причащал там перед смертью. То есть как бы уже брат готовил. Так брат выжил в конце или что? Из-за внутреннего кровотечения много крови потерял, ему там влили кровь. Короче, они приплыли обратно. Это как раз уже был предковидный период. Это уже где-то ближе к 2020 году. Брат чуть-чуть оклемался к 2020 году. Перед ковидом устроился на работу, на биржу. Там что-то с алмазами работал, делал. Вот. И потом случился ковид.
Израиль, естественно, закрыли, он потерял работу, и просто они вдвоем с девушкой со своей остались в квартире, то есть, и, насколько я помню, там в Израиле вообще нельзя было выходить никуда. За этот период, живя вместе, они разругались. Я знаю, что просто многие люди в ковид, там, семьи, они распадались, потому что они просто много времени друг с другом проводили. И, в общем, они разругались, а у брата очередной был рецидив со здоровьем там в Израиле. Вот. И он просто опять не мог встать, плюс еще его уволили с работы, и он опять лежит в кровати с кишечником со своим. Вот. И Таля ему говорит: все, съезжай, говорит, мы расстаемся. И чем все закончилось к нынешнему моменту? Опять же, он там остался один, совсем один, то есть не так, как я. То есть я когда там жил, ну хотя бы он у меня был брат там рядом со мной. То есть я мог как бы к нему дойти, если что-то. Ты уехал, ты уже не возвращался больше после этого? Я приезжал туда, девушка, она его фактически как бы выгнала, потому что у него не было работы, он лежал, болел, то он мне звонил и говорит, что я, говорит, не могу уже с ней находиться, потому что она меня выгоняет, типа, я не могу встать с кровати, мне плохо, а я не могу прилететь, потому что там, во-первых, у меня и денег нет, чтобы прилететь, а во-вторых, там еще ковидная эта ситуация, то есть так просто туда не попасть. В итоге я не знаю, как он от нее съехал и переехал жить в Тель-Авив, в какой-то дом с какими-то парнями, там жил какое-то время, восстанавливался после операции очередной, там, нового рецидива. Вот, там познакомился с еще одной девушкой, с эфиопкой. Ну вот, какое-то время он с ней просто встречался. Вот, и она его также бросила из-за того, что у него тоже были проблемы со здоровьем. И когда ты снова туда полетел, и сколько это времени назад было? Ты полетел просто к брату навестить, или ты снова хотел туда переехать? Я здесь купил квартиру в 2021 году в Екатеринбурге. Мне просто повезло, я взял ипотеку и купил квартиру долевую на стадии котлована. И я просто подумал, что я прилечу в Израиль, ну там попробую заработать денег, чтобы побыстрее закрыть ипотеку. Вот, и как раз в этот период у меня у брата там очередные перипетии, вот его девушка в очередной бросила из-за здоровья, то он остался там один. И я думал, что я как раз в этот период я приеду, еще ему помогу. Ну, скажем так, поддержу его. Вот, он там жил в подвале, в Батьяме, в итоге его девушка вот это последняя выгнала, потому что он, опять же, не работает, ничего. Он там еще денег взял в долг, потому что, ну, на что-то жить надо было в ковид. Ничего не работает, он взял в банке в долг деньги и остался с долгами. То есть у него еще долги были во времени барбершопа, потому что он там не смог их отдавать, когда он бизнес открывал. Вот. И плюс долги, которые он набрал просто на жизнь, чтобы просто жить там, что еду покупать и так далее после ковида. Ну вот, и в этот сам ковидный период. И я думал, что я прилечу, и я ему просто помогу. Вот, хотя бы немножко прийти в себя. И как бы буду работать, и ну как-то буду его поддерживать, раз уж он там один остался. Ну и так получилось? Нет, я прилетел на месяц. Это было в 2021 году, перед началом вот, событий в Украине у нас там с Россией. В конце декабря 2021 я прилетел, и ровно месяц я там провел, то есть до конца января. Вот, и мы с братом просто разругались там с ним. У него и так там тяжелая ситуация. Я просто прилетел в очередной раз в Израиль. Я посмотрел просто на все, что там происходит. А ты не предлагал ему вернуться назад в Россию? А он не вернулся бы в Россию, потому что здесь бы ему еще хуже было в плане здоровья. Ему там плюс-минус хоть что-то там медицина помогала, а тогда сейчас-то как бы более-менее уже. То есть он как бы в себя пришел после всех этих, как его бросили, как он там один остался. Он как-то выдержал, короче, все эти удары жизни. И, значит, еще инвалидность, по поводу инвалидности у него была инвалидность, он ее получал после какой-то там госпитализации в начале 20-х, ну, вот где-то в 20-м году вот его госпитализировали, и ему сразу же дали инвалидность в Израиле на год, по-моему. Вот, и как раз перед ковидом он устроился работать вот на эту бурсу, и у него там инвалидность отменили. Что там дальше-то было? Меня хватило на месяц только там находиться. В общем, мы с ним поругались, потому что я не смог ему никак помочь. То есть я сам приехал и опять же попал в такую же ситуацию, с которой я улетал. Фактически, опять же, у меня начались эти депрессивные эпизоды, то есть хватило меня на месяц там находиться в Израиле. И потом ты обратно улетел? Я обратно собрал вещи, просто попрощался и говорю, не могу здесь находиться, ну, не мое это, и все. И это был мой последний залет в Израиль. Потом меня еще не хотели выпускать оттуда, с Израиля, потому что у меня паспорт был просроченный, и я еле-еле как оттуда выбрался, меня не хотели выпускать. Я там в Бен-Гурионе зашел в кабинет какой-то, где мне дали какую-то справку о том, что если я прилечу обратно, то меня не выпустят, пока я не обновлю свой паспорт. У меня уже самолет, мне уже вылетать надо, я в аэропорту стою, меня не выпускают. Вот, я просто пришел туда, говорю, ребята, мне без разницы, говорю, как вы это сделаете, говорю, мне надо улететь по-любому. Я говорю, я не хочу оставаться прямо в аэропорту. И все, мне сказали, вернешься обратно и не вылетишь отсюда, пока паспорт не обновишь. И после этого ты зарекся от полета в Израиль? Нет, не зарекся, я как бы не исключаю того, что я туда полечу. Скорее всего, я полечу в Израиль. Скорее всего, я полечу. Хотя бы как минимум, чтобы навестить брата. А он не полетает в Россию? Нет, он не полетит.
точно. Мы уже с ним много раз разговаривали. Потому что он более-менее, вот после всех операций, ну вот того, что он там один оставался очень много, он как-то более-менее в себя пришел. Он сейчас вот живет в Хайфе, он завел собаку себе, он потихонечку выходит из квартиры, он встал на пособие по инвалидности, он еле как себе это пособие выбил второй раз по инвалидности. То есть он там боролся сколько времени, там, не знаю, пару лет, наверное, он пытался себе, чтобы ему обратно вернули пособие по инвалидности. Вот. И потихонечку ему государство, кстати, еще помогает. Какие-то деньги они ему дают, чтобы он за квартиру закрывал. И он потихонечку после кучи операций своих, после рецидивов, после всех, он потихонечку в себя приходит. Ну, как бы тяжело. То есть, как бы все равно тяжело. Он отдает долги, работает или не работает? Он не работает. Ему закрыли выезд, кстати говоря, из-за долгов. Я долго ему говорил, ты сделай, говорю, банкротство. Там у него долг небольшой, там где-то, 1070, может, шекелей. Не знаю, много это или мало, я не знаю. Вот я просто ему говорил, я говорю, сделай банкротство, говорю, да и все, и не парься. Вот он тут долго сомневался, делать или не делать, в итоге подал документы недавно на банкротство. Просто он боялся, что ему пенсия не будет приходить на карточку. Потому что там, когда банкротство делаешь, там тебе все блокируют, все счета. И в конце ему приходит пенсия? Да, как-то он там сделал, я, честно говоря, не знаю. Ему пенсия, она приходит. То есть я так полагаю, что, несмотря даже на вот это все, как бы пенсия, она все равно по инвалидности будет приходить. То есть, мне кажется, это как-то неприкасаемое. Сколько лет прошло после того последнего раза, когда ты летал? Ну вот в 22 год, 4 года прошло. И вот что ты делал 4 года? 4 года я пытался работать. Получалось? Ну, и по-разному было. Сейчас как бы без вариантов, да? Ну, у тебя нет вариантов. Да, сейчас я вот недавно устроился на нормальную работу, более-менее как бы. Как ты считаешь, вот этот опыт, то, что тебя закрыли, выезд, это тебе помогло как бы от Израиля избавиться? Да нет, и я не злюсь там на Израиль. Я не считаю это какой-то там плохой страной там и так далее. Просто Израиль, он был до меня и будет после меня, и во время меня он был, и он такой, какой он есть. То есть для меня вот он такой, какой есть. То есть я его не виню за плохую работу, да, за людей, там, которые бывают плохие. Там и хороших людей достаточно много. Мне, слава богу, попадались среди плохих очень хорошие люди. То есть я не виню Израиль. Даже за то, что он как бы с братом с моим одно время очень тяжело как бы обращался, не давал ему пособия по инвалидности. Условия были плохие для жизни у него у одного. То есть и много его бросали, и кидали, и деньги у него крали с карточки, там у него мошенники где-то в районе 5000 шекелей украли. И он машину пытался купить, и его обманули. То есть у него много там было нюансов. Недавно его группа арабов каких-то побила, когда он с собакой со своей гулял. То есть они на него напали, просто им показалось, что он собаку бьет, а он просто ее, говорит, я просто на поводке ее дергаю, чтобы она поближе ко мне была, чтобы она к людям не подходила. А эти арабки, короче, подумали, что он ее побьет и с собакой плохо обращается. Они прямо в кайфе, там где-то в парке, на Адаре на него напали, побили его, и он вызвал полицию. И тоже у него был такой случай, что его машину сбила. Даже несмотря на это на все, иногда вот он мне говорит, что я устал уже от Израиля, но при этом он все равно говорит, я как бы не собираюсь никуда уезжать. А ты что думаешь об этом? Ему стоит остаться в Израиле или уехать? Конечно, ему было бы лучше рядом со мной. То есть нам вместе рядом было бы лучше. Но я понимаю, что он не уедет все равно никуда. Если честно, этот переезд для тебя ошибка или опыт? Нет, это не ошибка. Несмотря ни на что, это все равно опыт. И я реально благодарен Израилю. Даже за все там депрессии, за все сложные времена какие-то там, за всю там несправедливость какую-то, которая там иногда была, там опять же с зарплатой, там, когда тебе не дают. Я сейчас это вспоминаю не как что-то плохое, а наоборот, то, что человека закаляет и делает его сильнее. То есть после того, как ты практически там на улице оказываешься, да, в чужой стране, не зная ничего, другое тебе, какие-то другие вещи в жизни, они тебе не кажутся какими-то плохими и тяжелыми. То есть, когда у тебя нет еды, там, допустим, ты лежишь, встать не можешь, да, в другой стране не знаешь, что делать, потом возвращаешься обратно куда-то, где ты жил, и ты понимаешь, что, как бы все можно преодолеть. И не так это страшно. То есть, как бы за это Израилю спасибо большое, потому что до него я много вещей боялся, допустим, там. Много вещей у меня не получалось, там, как-то с людьми, допустим, взаимодействовать, общаться. После Израиля по нужде, да, допустим, что надо выбираться из своих каких-то комплексов и страхов, чтобы просто с людьми общаться и как-то выжить. Тебе все равно надо с ними как-то разговаривать и взаимодействовать. Вот за это спасибо Израилю большое, за то, что он как бы тебя подталкивает. Ты хочешь, не хочешь, ты все равно пойдешь и сделаешь. Вот за это спасибо Израилю. И если вот вернулся бы сейчас в тот день, когда ты улетал из Израиля, что бы ты себе тогда сказал? Готовься. Просто готовься к тому, что у тебя изменится жизнь. Так же, как ты предполагаешь, что она у тебя изменится, так и будет. Что она просто у тебя развернется там на 180 градусов. То есть ты бы, как бы сказал, лети или не лететь? Сказал бы, лети. Ну, не знаю, наверное, тяжело было бы, но я бы сказал, да, лети.
Как так получилось, что один и тот же переезд дал вам с братом абсолютно разные жизни? Ну, потому что изначально, опять же, у меня не было целей там туда лететь. На меня Израиль по-своему подействовал, на него он по-своему подействовал. То есть сначала Израиль ему открыл хорошую сторону, то есть ему было там хорошо сначала. Первый год, может, два. Потому что вот девушка, которая его бросила, она как бы к нему хорошо относилась, семья ее хорошо относилась. Они много ему что дали изначально. Там жилье, там отношения какое-то, как семья для него были какое-то время. А потом он узнал о том, что другой Израиль есть, такой более тяжелый и менее приятный, так сказать, да, где, ну, не с картинки, а как бы более настоящий, где люди там бывают плохие, ситуации бывают плохие, что государство к тебе как-то несправедливо относится. Он мне сам говорит, что я благодаря Израилю повзрослел. Я, то есть, я перестал как бы витать в облаках и как-то стал более реалистично смотреть на жизнь свою, так же, как и я. Да, на этой прекрасной ноте как бы закончим. Спасибо, что захотела сказать свою историю. Тебе спасибо. Ну все тогда, давай на связи. Пока. Пока. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка. Это Израиль, детка. Ага, тут жизнь не конфетка.